Забудьте про жареную картошку, я поделюсь с вами рецептом гораздо более вкусным, полезным и который готовится за считанные минуты. Картошку нарезаем при помощи ножа или натираем при помощи мандолины. Главное, чтобы картошка была нарезана достаточно тонкими ломтиками, тогда она приготовится просто моментально. Посмотрите, вот такие тонкие ломтики картошки получились. Я складываю картофель в миску. Приправляю по вкусу солью и черным молотым перцем, а также добавлю щепотку тимьяна. Вместо тимьяна можете взять любые сушеные травы. И для аромата я хочу добавить пару зубчиков чеснока. Измельчаем чеснок. Рецепт на самом деле очень простой, буквально 3 основных ингредиента, но для потрясающего вкуса и аромата я обязательно добавляю немного свежего чеснока. Вот так мелко порубили чеснок и отправляем его в миску с картофелем. Сюда же вливаю 2 столовых ложки растопленного сливочного масла. Сливочное масло можете заменить растительным. Все хорошо перемешиваю так, чтобы масло обволокло каждый ломтик картофеля, чтобы каждый ломтик пропитался сливочно-чесночным ароматом. Получится очень вкусно, друзья! И я предлагаю приготовить запеченный картофель необычным способом. Мы будем запекать картошку в форме для маффинов порционно. Я хорошо смазываю каждую формочку сливочным или растительным маслом. При помощи кисточки это сделать очень просто и удобно. Теперь выкладываю половину ломтиков картофеля, раскладываю по ячейкам, по формочкам. Картошку нужно просто сложить стопкой. Это все делается за секунду. Очень быстрый рецепт, друзья, вам точно понравится. Не забудьте сохранить его в закладке и поделиться с вашими друзьями в соцсетях. Нарезаем небольшой кусочек сыра вот такими вот маленькими кубиками, маленькими ломтиками. Мне понадобится 12 ломтиков по числу формочек для маффинов. И раскладываю сырные ломтики на картошку. В каждую ячейку по одному кусочку сыра. Сверху закрываю оставшимися ломтиками картофеля. Духовку уже можно ставить разогреваться до температуры 180 градусов. Наша запеченная картошка будет готовиться очень быстро за счет того, что картофель нарезан действительно тонкими ломтиками. И перед запеканием сбрызгиваем картошку еще буквально чайной ложечкой растопленного сливочного масла. Как видите, готовятся наши картофельные маффины очень легко, поэтому вы можете баловать себя и своих близких такой вкусной картошкой, запеченной хоть каждый день. А также такая необычная подача картофеля точно удивит и порадует ваших гостей, так что смело можете приготовить их на праздничный стол и точно не пожалеете. Я посыпала картошку сверху щепоткой тимьяна, любых сушеных трав на ваш выбор, и хорошенько закрываю форму для выпечки листом фольги. Отправляю в духовку на 30 минут, температура 180 градусов, где-то 25-30 минут. Будем смотреть по готовности. Пока запекается картофель, я натираю на терке небольшой кусочек сыра. Достаем нашу картошку из духовки. Прошло 25 минут. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Открываем. Друзья, аромат стоит просто потрясающий. Сливочное масло, чесночок, свежие травы. Это такая вкуснятина, нереальная. Обязательно приготовьте. Сверху посыпаем тертым сыром. Я использую сыр моцарелла, потому что он очень хорошо плавится. Недаром его часто используют для приготовления пиццы, потому что это, наверное, самый удачный сыр для запекания. И отправляю в духовку еще на 5-10 минут до расплавления сыра или до зарумянивания и красивой золотистой корочки. Посмотрите, друзья, это такая красота, нереальная, шикарная запеченная картошечка получилась. Только посмотрите, какая она аппетитная. Посыпаем зеленым лучком или любой свежей зеленью.
Это очень вкусно, друзья! Хрустящая сырная корочка сверху и нежная картофельная мякоть внутри. Этот рецепт стоит того, чтобы сохранить его в закладке, поделиться с друзьями и обязательно приготовить.